В этом выпуске настоящее мексиканское приключение. Мы проезжаем страну от Мексиканского залива до Тихого океана. Заезжаем в национальные парки, гуляем по городу мертвых, пробуем крепкий мезкаль и смотрим, где растет агава. Много драйва, колорита и неожиданных приключений. Не пропусти, будет интересно. Когда мы потихоньку продвигались вглубь Мексики, то заехали в штат Табаско. И знаете первое, о чем подумали? Конечно, это о знаменитом остром соусе табаско. Хотя сам соус родом из Луизианы в США. Его создатель просто вдохновился местным перцем из этих мест. Но Табаско – это не только соус. Штат славится нефтяными месторождениями и шоколадом. Проезжая по побережью Мексиканского залива, мы видели множество нефтяных вышек. Когда мы определились с маршрутом и отправились от Мексиканского залива к Тихому океану, наш путь пролегал через горы, где нам повстречался национальный парк Каньон дель Сумидеро. Здесь мы наблюдали величественные скалы высотой до 1000 метров и реку Гриахуалу, которая протекает между этими горными образованиями. Этот национальный парк известен своими живописными видами и богатой природой. Прогулки по его территории позволяют познакомиться с разнообразными ландшафтами этого региона. И вот что нам удалось заснять. Сами приготовили такос. Лепешечки зеленые, потому что они из кактуса. Купили готовые. В мае и июне в Мексике наблюдаются самые высокие температуры – выше 40 градусов. Однако местным фермерам этого недостаточно. Они поджигают растительные остатки после сбора урожая на полях, что провоцирует обширные пожары. Ой, мамочки, как горячо было! Мексика славится текилой, но здесь мы узнали, что у нее есть старший брат – мезкаль. Напиток малоизвестный, но не менее уникальный. Сердцем этого напитка считается штат Оахака, где почти в каждой деревне выращивают агаву и варят мезкаль на маленьких фабриках. Здесь используют десятки видов агавы, не только голубую, как для текилы, а процесс производства сохранил древние традиции. Шишку кактуса жарят в подземных ямах, придавая напитку дымный аромат, а затем дистиллируют в глиняных или медных кубах. В отличие от массовой текилы, оахаканский мезкаль – это ручная работа, где каждая бутылка отражает характер земли и мастеров. И мы решили его попробовать именно в Оахаке. Доброе утро, друзья! Вот уже 2 недели, как мы вернулись из Беларуси в Мексику и движемся вглубь страны. Мы проехали сначала вдоль побережья Мексиканского залива. Нам стало немножко жарковато там, температура была где-то около 33 градусов. И мы решили чуть-чуть свернуть в сторону Тихого океана. Переехав через горы, мы приблизились к океану, но там жара оказалась еще больше. Почти 44 градуса. И температура воды в океане была настолько теплой, что даже казалось, что она вот-вот закипит. Плюс ко всему добавилась влажность. После этого мы решили оттуда быстренько свалить в горы. Я нашел природную достопримечательность в горах, и мы двинулись туда. 2 дня ехали, и вот уже почти приехали. Вчера поднимались в горы, достигли высоты 2500 метров. Стало даже немножко холодновато, 19 градусов температура была. Мы заночевали в горах, комфортно спали. Правда, высота начала давать о себе знать. 2500, мы уже давно отвыкли от высоты, и немножко было некомфортно. Ну да ладно, сегодня мы
доедем до этой достопримечательности. Она находится буквально 3 километра отсюда. Надо немножко спуститься вниз. По описанию это место напоминает Памуккале в Турции. Только не такого масштаба, гораздо меньших размеров, но нечто подобное. Застывшие потоки воды в камне. Вот. Ну и там небольшой маршрут, мы пройдемся. Может быть, запустим дрон. Сейчас все увидим. Сейчас позавтракаем и поедем. Наш дальнейший маршрут идет в сторону столицы Мехико. Хотели заехать в Акапулько, но, видать, из-за жары пропустим. Едем в сторону столицы Мехико. Будем смотреть разные музеи и места, где не так жарко. Жара, в принципе, это сезон у них май-июнь, самый пик. Единственный плюс, то что в это время много фруктов. Арбузы, ананасы, папайи, много манго. Поэтому мы объедаемся фруктами. Ну что ж, вперед! Мы специально сохранили звуки природы, чтобы вы могли вместе с нами погрузиться в атмосферу этого уникального места. Ирве-эль-Агуа – это настоящая жемчужина природы, расположенная в живописных горах Мексики. Это место знаменито своими термальными источниками, которые образуют впечатляющие окаменевшие водопады и изумрудные бассейны. Теплая бирюзовая вода, богатая минералами, не только восстанавливает жизненные силы, но и создает уникальную атмосферу спокойствия и релаксации. На фоне потрясающих пейзажей, где горы встречаются с ярким небом, мы наслаждались прогулкой по ухоженным тропинкам, которые ведут к наиболее живописным участкам. Ирве-эль-Агуа известен своими лечебными свойствами, а каждый бассейн имеет уникальную температуру, что позволяет найти идеальное место для купания и отдыха. А звуки, которые вы слышите, это цикады. Их размер значительно больше тех, что я видел раньше, достигая 5-6 см в длину. Их здесь много, и к ним лучше не приближаться, так как брызгают какой-то жидкостью. Иногда кажется, что их разрывает от собственной вибрации и ультразвука, поскольку мы видели много лопнувших экземпляров. Хайкинг по парку занял около 2 часов и завершился у бассейнов, где мы встретили пару русскоговорящих туристов. Space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All these years, every single tear, all the regrets and такой у нас арбузик. Сейчас мы сделаем пепку. Стол сломает. Сейчас трескается. 15 килограмм арбуз. Или 13? 13. Снимай пробу. Снял. Нормально. Классно.
Друзья, мы приехали в город Митла. Это древний город, называется еще город мертвых. Сейчас мы пройдемся по музею, посмотрим, что внутри. Постараемся заснять и показать вам. Вперед! Здесь находится вход. Вот. Мы, как всегда, одни. Туристов еще нету. Приехали к самому открытию. И сразу попадаем на небольшую площадь с орнаментами. Храм, который мы видим, конечно же, появился гораздо позже. Это уже при завоевании произошло. Пройдя через туннель, мы попадаем на следующую площадь, украшенную вот таким орнаментом. Оказывается, на стенах еще остались небольшие фрески, остатки от них, которые нам показал тут местный житель. Зайдя в какой-то тупик, мы решили вернуться на исходную позицию и отыскать музей. Вот за кактусами уже виден второй корпус музея. Сейчас мы пройдем вовнутрь. Ну что, вот стены украшены вот таким орнаментом. В конце мы попадаем на большую площадь, перед которой расположен вот такой храм. Конечно же, как мы видим, все это восстановлено уже и очень ново выглядит. Но, тем не менее, дает представление за то, как это было на самом деле. Вместо груды камней, как обычно мы видим. Многие детали в этом комплексе уже были восстановлены. Но вот эти 6 колонн – это оригинальные монолитные столбы, которые были привезены из каменоломен, которые находятся по окрестности в горах. А так выглядит одна из жительниц этого удивительного города, которая осталась здесь и решила не покидать его. Все-таки нам удалось найти одну цельную фреску. Вот я ее прямо запечатлел, понять, как это все было. Митла знаменит своими сложными геометрическими орнаментами из цветных камней. Эти узоры не встречаются в других регионах. Название Митла происходит от запотекского слова «миктлан», что означает «место мертвых». Археологи обнаружили множество надгробий и склепов, которые свидетельствуют о развитой культуре погребальных обрядов у запотеков. Митла был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей культурной и исторической значимости. Ну что, друзья, мы походили по этим развалинам, посмотрели город. Что можно сказать? Я ожидал, что здесь еще находится музей, где можно посмотреть какие-то детали. Но увидели то, что увидели. В принципе, если проезжаешь мимо, то заехать стоит. Стоимость билета всего лишь $5. И погулять, когда нет туристов, это классно. Едем мы сейчас дальше, в центр большого города. Зайдем в магазин, закупимся еды. И поедем на кемпинг. Я так думаю, что нам должно там понравиться. Задержимся там на несколько дней, может быть. Вперед! Как всегда, изучая район, куда мы едем, я узнал о необычном дереве в городе Туле, которое ни в коем случае нельзя пропустить. Это древнее дерево считается одним из самых толстых в мире. Его обхват на уровне груди составляет около 42 метров, а возраст оценивается более чем 2000 лет. Для местных жителей является священным, символизируя жизнь и связь с предками. Исследования показывают, что дерево Тули может быть более чем одной особью, что вызывает интерес у ботаников. Существует множество легенд о дереве Тули, связанных с духами и предками, что делает это удивительное место еще более привлекательным для туристов. Мы пытались заснять это дерево как могли. Посмотрим, как это получится. Но оно просто фантастических размеров. Вы такого точно не видели нигде раньше. Гарантирую.
Итак, друзья, мы приехали в один из лучших кемпингов на нашем пути по Мексике и решили остаться здесь примерно 6-7 дней, может быть. Почему мы решили остаться здесь на такой срок? Потому что рядом находится город, в котором есть несколько достопримечательностей. Нам интересно их посмотреть. Это музей, пару развалин, а также рынки, которые нам нравятся. Надеюсь, что они тоже нас порадуют своим колоритом. До города мы решили ездить не на своем автобусе, а на местном коллективу. То есть это типа маршрутки, которые останавливаются недалеко здесь и более безопасно для нас, чтобы ничего не случилось, так как мы знаем, что там иногда обворовывают машины, и чтобы не рисковать, мы поедем с местными. Заснимем вам это и покажем, как у нас все это получилось. А пока я вам покажу, где мы устроились, что это за кемпинг, какие здесь удобства. Он недорогой, но по комфорту лучший, как я уже сказал, в Мексике, который мы встретили. Сейчас я сделаю небольшой обзор для вас. Вперед! Итак, начнем наш обзор с этого крытого павильона, где можно делать гимнастику, например, как это делает Оля. На въезде в кемпинг расположена первая зона мест для парковки. Здесь вместится около 10 машин. А слева находится зона отдыха, кухня и барбекю. Здесь зона барбекю, классный новый гриль, а также печь на дровах. Можно приносить свое мясо и делать шашлык, машлык. Здесь обеденная зона, а также зона отдыха с телевизором и небольшая библиотека, которой мы пользуемся. Здесь находится много книжек для путешественников, карты различные. В дальнем углу в этом кемпинге находится большой бассейн. Его чистят каждое утро, в нем можно купаться, детская площадка и большая зеленая зона. Души и туалеты с горячей водой находятся здесь. Есть небольшая кухонка с холодильником, микроволновкой и плитой. Мы приклеили наше лого, стикер здесь. Весь холодильник уже обклеен, места становится все меньше. Он у нас небольшой и лаконичный, только QR-код. А с этой стороны можно видеть, кто здесь побывал. Как правило, все путешественники везут с собой наклейки и клеят их где попало. Здесь небольшая аллея с фруктовыми деревьями. Растут манго. Вот их сколько здесь. Они еще зеленые, поэтому мы их не трогаем. А напротив еще зреют лимоны или мандарины. Тоже еще зеленые. Итак, это все, что я вам хотел рассказать про этот кемпинг. Сейчас Оля закончит свое упражнение, и мы пойдем кушать новый кекс, который мы сделали. И я сварил чай масалу. Мы его, честно говоря, очень сильно полюбили. Нам он нравится. Ах да, чуть не забыл. Мы идем в город, автобус оставляем здесь. Вы с нами или тут? Пойдемте, вперед. Ну что, друзья, мы отправились в нашу пешую прогулку к соседнему большому городу, который называется Оахака. Там старинный центр, мы его посмотрим, а также зайдем на рынок. А завтра мы уже поедем на нашем автобусе в город Майя, который находится тоже неподалеку. Он довольно-таки крупный. Мы его осмотрим, все заснимем. Итак, друзья, мы добрались до центра Оахака.
довольно быстро. Наш резвый водитель не останавливался на красных светофорах. Его они раздражали. Поэтому мчались мы нон-стоп. Всего лишь 20 минут, и мы в центре города. Идем гулять. Нам было интересно прогуляться по старому городу. Он небольшой, но очень уютный. Несколько старинных церквей, красивые улочки, площади и яркие домики с расписными фасадами. Но больше всего мы любим посещать местные рынки. Они всегда колоритные и неповторимые. Каждый из них отличается своим характером и атмосферой. Именно здесь по-настоящему ощущаешь дух места, узнаешь настоящую жизнь города и его жителей, с их привычками, вкусами и ритмом. Ну вот, наконец-то добрались до самого главного – центрального рынка. Сразу же в нос ударили аппетитные запахи местной еды. Там же мы впервые попробовали мескаль. Он, скажу я вам, был очень крепкий. После этого аппетит разгулялся не на шутку, и мы начали пробовать все подряд. Мы решили попробовать вот этой жижи. Даже не знаем, что это такое. Ой-ой-ой. Что это? Quanto? 25, por favor. 25. Ну что, ой, давай пробуем. Это очень странное. Это как жидкая халва. Жидкая халва? Очень интересно. Жидкая халва. Сладкая, да? Она тебе сделала Но сладкое. она мне сладко сделала, да. Может быть, не надо было сладкое? Мне надо. Да? Прикольно. Такого мы еще не пробовали. Мы решили взять вот такую пироженку. Сейчас она стоит 10 песо. 50 центов по-нашему. Покажи. Покажи, что это такое. Маленькая вафелька. С кремом. Вот такая штучка. Короче, мы мясо на заказывали. Сосисками. Сейчас попробуем. Они сразу, Чоризо и биф. они сразу здесь же делают гриль, а там дальше дают салаты и все такое. Мы взяли мясо, к нему идет закуска разная. Оля очень просила. Теперь будем пробовать. На десерт зашли еще за мороженым и Взяли коктейлем. мороженое гуанабана Натуральное сами с делают. костями. El mercado, aquí en el Tule. Ajá, ahorita puedes caminar aquí hacia la derecha. 4 cuadras. Das vuelta a la mano derecha y vas a llegar al pueblo del Tule. Ajá. En el Tule ahí derechito vas a encontrar el mercado. Оле так понравилась эта жижа, что она вот не удержалась и купила огромное ведро. Теперь мы знаем, из чего это состоит. Оля сейчас расскажет. Ну, это не жижа, напиток тахате. Состоит из какао, семян кукурузы, семечко мамай, фрукт этот большой, оранжевый, вкусный. И мед, наверное, еще, да, чуть-чуть там подсластитель. Да, подсластитель мед. Понравился. Вот она таких литрами теперь пьет это у нас. С каждым днем наше путешествие по Мексике затягивается все сильнее. Оно становится все ярче, насыщеннее и интереснее. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Впереди много удивительного.